Love and happiness. Love and happiness. Love and happiness. Здравствуйте, уважаемые коллеги! Меня зовут Александр Куватов, и я рад вам представить 21 выпуск видеожурнала HairSet. И сегодня вы увидите 3 сюжета. В данном сюжете я покажу базовую женскую стрижку для длинных волос, выполненную по системе Axiom. Во втором сюжете мастер международного класса Наталья Григорьева покажет коктейльную детскую прическу. В третьем сюжете мы с вами увидим видеоринг различных типов ножниц и узнаем, насколько важна качественная заточка и стоит ли покупать горячие ножницы. Все сюжеты основаны на исследованиях и разработках международной системы Axiom. Более подробную информацию о системе и обучающих материалах вы можете найти на сайтах нашей компании www.hairclub.ru, а также приобрести видеоматериалы и книги у нас в интернет-магазине axiomshop.ru. Перед началом любой стрижки вы должны проанализировать длину волос и выяснить, насколько волосы позволят вам создать задуманную вами форму. Вы должны всегда точно знать, что длина срезанных волос в первой пряди приведет к определенной длине в последней. Угол оттяжки 135 градусов по отношению к оси головы. Угол среза 135 градусов по отношению к оттяжке. Стрижку выполняем от пробора по правилам вогнутой геометрии. Угол оттяжки волос на затылке 135 градусов по отношению к оси головы. Угол среза 135 градусов по отношению к оттяжке. Стрижку зон выполняем от центрального пробора по правилам вогнутой геометрии.
Для защиты лица от волос используем экран для лица Face Pro. Стрижку челки выполняем точечным срезом. Переход от линии челки к височным зонам делаем методом канальный срез. Для придания движения стрижки выполняем открытое текстурирование. Love and happiness. Волосы разделяем по правилу пятого лекала для стрижек системы Axiom. Это позволит более красиво распределить пряди и предохранит вас от провисания объемов укладки. Для создания укладки концы волос каждого блока выпрямляем при помощи утюжка. В нашем случае мы используем утюжок компании Babyliss. Локоны создаем от корня до середины пряди. При этом с каждым блоком, поднимаясь вверх, увеличиваем количество оборотов пряди вокруг конусной плойки. Это позволит создать объем завитков на одном уровне. Длину прямых волос формируйте, исходя из желаемого эффекта.
love and happiness. Здравствуйте, уважаемые коллеги! И снова я представляю вам видеоринг. И в данном ринге мы рассмотрим срезы, выполняемые различными ножницами, и попытаемся выяснить, стоит ли точить ножницы или нет. Тесты мы делали на мокрых и сухих волосах, поэтому, во-первых, нужно сказать, что в результате исследований, которые мы провели, количество волос после среза остается максимально хорошее только при стрижке на мокрые волосы. Во-вторых, ни ножницы, ни бритва не оставляют качественного среза на сухих волосах. А теперь поговорим о заточке. Многие мастера, как я заметил в своих командировках, не точат ножницы по определению и стригут до сих пор инструментом, который купили лет 10 назад. Я понимаю, что у многих это связано с отсутствием хороших точильщиков в городе, но это не оправдывает их с моей точки зрения. Ведь в наш век технологий вы можете спокойно прислать ножницы в студию заточки в городе Москва или на завод-изготовитель. И вам пришлют их как новенькие спустя некоторое время, что будет зависеть напрямую от выбранного метода доставки. Но не буду останавливаться на данном аспекте. Возможно, в будущем мы предоставим вам информацию о профессионалах заточки инструмента, если такая информация будет интересна нашему зрителю. Так вот, качество заточки ножниц и в принципе острота лезвий влияет на качество среза, а значит и на долговечность стрижки, особенно длинных волос. Ведь именно обладательницы таких волос редко стригутся. Конечно, при стрижке коротких волос частота среза не даст появления сеченных концов, поскольку клиент раньше подстрижется, чем волос в результате механических обработок расслоится на концах. Но нужно помнить, что качество формы напрямую зависит от качества среза. Итак, исходя из всех этих факторов, давайте рассмотрим срезы. Срезы, выполненные из дамасской стали при стрижке на сухих волосах, остаются ровными без явно видимых расщеплений кончиков волос. В данном случае вы видите срезы ножницами, которые используются чуть больше полугода в активном режиме работы. При работе с кобальтовой сталью мы видим тот же эффект на волосах, что и с дамаском. Данные ножницы также активно применялись в работе и не точились уже 2 года. По большому счету, дамаск и кобальт в стрижке сильно не отличаются друг от друга, и их отличия вы почувствуете только спустя несколько лет, поскольку дамаск требует более редкой заточки, чем кобальт. Но заточка и тем, и другим ножницам будет необходима так или иначе спустя некоторое время. На данной фотографии вы видите срезы, сделанные ножницами из 440 стали, которые были куплены год назад и использовались в среднем рабочем режиме. Как видите, данный тип стали уже требует обязательной заточки, поскольку концы волос в результате стрижки расщепляются, а значит и качество нашей работы с таким инструментом будет низкое. На следующей фотографии мы видим результат стрижки ножницами из 440 стали, которые отработали в активном режиме 2 года без заточки. И в данном случае волос после стрижки стал похож на срубленную пальму. Сравним их с ножницами для резки бумаги. Срез волоса идентичен, из чего следует, что ножницы из подобной стали необходимо отправлять в мастерскую заточки как минимум раз в год. Особое внимание я хочу отнести к горячим ножницам компании Jaguar. Данные ножницы, судя по рекламным постам и описаниям, просто волшебные. И именно поэтому мы их тоже приобрели и тестировали в течение года. Взрыв мозга! Самое удивительное, что есть в описании данных ножниц, это то, что они могут излечить волос. Я не знаю, кто придумал такой текст, но он действительно будет хорошей приманкой для слабообразованного человека. В практике я не заметил у данных ножниц волшебных свойств. Самое ужасное, что я даже не смог найти информации о качестве стали ножниц. Хотя, может, я плохо искал. Под микроскопом, как видите, разницу между кобальтовой сталью и горячими ножницами нет. Поэтому, говоря о их цене, лично я рекомендую за эти деньги все же взять нормальные ножницы уровня люкс, а не покупать электрическую игрушку, на которую уже и клиент не покупается. Подводя итог данным исследованиям, можно с уверенностью сказать, что точить ножницы необходимо.
А частота данных заточек будет зависеть от качества стали, ее жесткости и объема вашей работы. Если вы хотите выполнить свою работу качественно, настоятельно рекомендую покупать ножницы из стали не ниже среднего класса. Необходимо отметить, что зачастую цена на один и тот же класс стали в зависимости от выпускающего бренда может разительно отличаться. В заключение отмечу основные аспекты покупки ножниц. Качественные ножницы не содержат резиновых прокладок. Все соединения должны содержать силиконовые прокладки. Полотно у ножниц не должно быть окрашено заливным цветом. Если вы хотите цветные ножницы, то выбирайте ножницы с титановым покрытием. Оно не мешает качеству заточки. Обращайте внимание на то, что винтовая группа и само полотно ножниц должны быть сделаны из одного вида стали. В большинстве случаев это видно невооруженным взглядом. Наличие сертификата не означает качество. Это сертификация товара на таможне, которая обязательна при крупных поставках товара. А вот описание и знание качества товара продавцом, включая такие моменты, как номер стали, угол заточки, жесткость и прочность стали, очень важный фактор. И отсутствие данной информации должно вас насторожить. Проверьте качество заточки на месте при покупке, поскольку потом доказать, что вы не повредили ножницы, будет достаточно проблематично. И самое главное, проверьте, лежат ножницы у вас в руках или вызывают дискомфорт. И главный аспект. После покупки любой инструмент требует бережного обращения и правильного обслуживания. Обязательно производите систематическую чистку инструмента, обработку маслом и правильно храните. Это залог долговременной и качественной работы инструмента. Для более подробной информации о сетах подписывайтесь на наш канал в YouTube, а также вступайте в наши группы в соцсетях ВКонтакте и Facebook. Если вы хотите узнать больше о системе Axiom и подробнее изучить ее, рекомендую нашу продукцию, представленную на сайте нашего магазина axiomshop.ru. И не забывайте, искусство не может существовать без науки, как и наука без искусства. На этом мы заканчиваем наш сет. До встречи в следующем выпуске. Love and happiness.